Большинство приемов вождения, о которых я сегодня расскажу, успешно применяются в сфере коммерческих грузоперевозок. И некоторые из них водители легкового транспорта тоже могут взять на вооружение. Ну-ка, шляпу сними, это же целый доллар! Итак, есть ключевые факторы, которые прямо влияют на расход вашего автомобиля в движении. На некоторые из них мы можем повлиять, а под некоторые придется подстроиться. И вот 4 основных. Скорость и обороты двигателя, равномерность движения, предвидение дорожной ситуации, рельеф и использование инерции. Каждый из этих факторов напрямую влияет на расход вашего автомобиля. Поэтому максимальную экономичность вы можете получить, если будете учитывать все факторы. Но и каждый по отдельности тоже окажет положительный результат на экономию топлива, просто он будет немножко меньше. Теперь о каждом пункте поподробнее. Экономичная скорость легкового автомобиля в большинстве случаев находится в диапазоне от 80 до 100 км в час. В первую очередь это обусловлено сопротивлением воздуха. И чем выше скорость, тем это сопротивление возрастает. Причем возрастание идет не линейно, а квадратично. То есть, увеличив скорость в 2 раза, сопротивление воздуха вырастет в 4. Чтобы убедиться в этом, проведите простой эксперимент. Попробуйте на скорости 60 км в час выставить руку в окно. Теплый поток воздуха будет огибать плавно силуэт руки, и в принципе на этом все. Но если вы ускоритесь до 110-120 км в час и повторите опыт, любой наклон руки может вызвать резкий и сильный рывок. Соответственно, для преодоления данного сопротивления автомобиль тратит достаточно весомый процент своей мощности, а равно и жгет больше топлива. Для грузового транспорта данный диапазон скоростей будет еще меньше, примерно от 70 до 85 км в час. Да, все верно, из-за аэродинамики на уровне кирпича сопротивление воздуха возрастает настолько, что даже за счет огромного объема двигателя и крутящего момента преодолеть его получается только если сжечь больше топлива. Следующий нюанс этого пункта — это обороты двигателя и скоростные ограничения на дорогах. Многие водители уверены, что движение с минимально возможными оборотами двигателя будет наиболее экономичным, полагая, что чем меньше оборотов двигателя, тем меньше циклов сгорания, соответственно, тем меньше подается топлива. Часто забывая о том, что кроме количества оборотов, еще важно учитывать, как сильно вы жмете на газ, или насколько большая порция впрыскиваемого топлива. Сейчас расскажу на примере своего авто. Если посмотреть на график, можно заметить, что ощутимые значения крутящего момента доступны примерно на 1800 оборотах в минуту, а максимальный момент в 150 ньютонометров достигается на оборотах от 2100 и продолжается до 3850 оборотов. Это и есть так называемая полка момента. В этом диапазоне оборотов двигатель за счет своей конструкции будет потреблять минимальное количество топлива, даже если будет работать под нагрузкой. Соответственно, если обороты будут ниже 1800, да, циклов сгорания действительно будет меньше. Но в случае движения под нагрузкой, за счет того, что двигатель выдает меньше крутящего момента, водитель будет вынужден нажимать на педаль газа сильнее, сжигая при этом больше топлива. В общем, не будем сейчас погружаться в технические нюансы, скажу так. Если дорожные условия не требуют высоких значений мощности и крутящего момента, то наиболее экономичным диапазоном оборотов будет первая треть оборотов от начала полки момента. В моем случае это диапазон оборотов от 1800 до 2500 оборотов в минуту. Если у вас под рукой не оказалось графика мощности момента, то можно использовать один нюанс. При проектировании автомобилей производители руководствуются принципами экономичности, экологичности, комфорта, ресурсов, а также исходит из принципов добросовестного использования. То есть рассчитывают на то, что водитель не будет превышать установленные скоростные ограничения.
И рассчитывать передаточное отношение в коробке передач с таким учетом, чтобы движение со скоростью от 70 км в час до 110 двигатель работал в диапазоне экономичных оборотов. Равномерность движения. Поддержание набранной скорости требует гораздо меньшего количества топлива, а начало движения и разгоны – это повышенный расход. Максимальный же расход топлива происходит, когда мы начинаем движение на подъем. Из этого логично предположить, что чем дольше мы едем с постоянной скоростью, тем меньше будет расход топлива. Кстати, именно по этой причине расход топлива на трассе меньше, чем в городском цикле, потому что нет остановок и движение плюс-минус равномерное. Давайте для примера разберем ситуации с повседневного вождения, чтобы было понятно, о чем идет речь. Представьте, что мы ехали по трассе, доехали до некого населенного пункта и остановились на светофоре. Как будет проезжать данный участок пути большинство водителей? Итак, поехали. Сначала идет разгон до 80 км в час, так чтобы штрафчик не получить. Через 200 метров заметили лежачий полицейский и в тормоз. Оттормозились до 20 км в час. Перескакнули лежачий и опять разгон до 80. Только набрали скорость, показался впереди красный сигнал светофора. Доехав впритык на скорости 80 км в час, оттормаживаемся и ждем оставшиеся 12 секунд, пока зажжется зеленый сигнал. Зеленый, газ в пол, снова разгон до 80. Тут кто-то выезжает с прилегающей территории. Водитель оттормаживается до 50, выбирает момент для опережения и опять разгон до 80, опережает автомобиль спереди и выезжает с населенного пункта. Из этой схемы видно, сколько получилось циклов набора и сброса скорости. Теперь проедем этот же участок пути, стараясь сократить количество разгонов и торможений. Помня, что для поддержания постоянной скорости мы тратим меньшее количество топлива, а разгоны – это повышенный расход. Итак, поехали. Разгон до 60 км в час, зафиксировали скорость. Через 200 метров заметили лежачий полицейский, снизили скорость до 20, проехали лежачий, опять разгон до 60 км в час и опять зафиксировали скорость. Впереди показался красный сигнал светофора. Заранее снизили скорость до 40 км в час и продолжили движение с равномерной скоростью. Пока мы ехали, включился зеленый, преодолели его сходу. Набрали скорость до 60 км в час и зафиксировали ее. Тут кто-то выехал с прилегающей территории, но мы продолжаем движение с нашей текущей скоростью, так как выехавший авто успел разогнаться. Выехали с населенного пункта. В чем ключевая разница? В том, что во втором случае у нас существенно меньше разгонов, и они были непродолжительные по времени. Плюс удалось проскочить на зеленый, соответственно, расстояние, пройденное в режиме поддержания скорости, гораздо больше. Хорошим показателем равномерности будет график, в котором после каждого цикла набора и сброса скорости будет движение с постоянной скоростью, и чем больше, тем лучше. Если же график получается зубастый, говорить о экономичности не приходится, так как вместо движения с постоянной скоростью с малым расходом мы постоянно то разгонялись, то тормозили, разгонялись, тормозили, выжигая при этом лишнее топливо. Говоря о равномерности движения, нельзя упускать из виду правильную работу педалью газа, так как по факту именно она и есть тот краник, который определяет, будете ли вы лить лишнее топливо или будете подавать его в строго необходимом количестве. Частая ошибка большинства водителей заключается в том, что в процессе движения они постоянно отпускают, нажимают педаль газа, отпускают и нажимают, вследствие чего постоянно скачет скорость. У водителей с опытом данный разброс будет небольшой, примерно 2-3 км в час плюс-минус от целевого значения. У начинающих водителей эти колебания будут больше, плюс-минус 6-8 км в час от целевого значения. Как вы уже поняли, речь идет о постоянном цикле микроразгонов, соответственно, к повышенному расходу. К чему следует стремиться? Плавное нажатие на педаль
плюс фиксация ее в одном положении. И стараемся получить стабильную скорость движения. Теперь про разгон. Как я говорил ранее, расход существенно выше в момент начала движения с последующим разгоном. Но так или иначе мы не можем ехать, если не разгоняем авто, верно? И большинство водителей считает, что наиболее экономичным разгоном будет медленный и плавный разгон. Увы, это утверждение неверно. Дело в том, что медленно разгоняя автомобиль и переключая передачи как можно раньше, вы не только увеличиваете время нахождения в разгоне, но еще и делаете это на малоэффективных оборотах двигателя. Каждым переключением на повышенную передачу двигателю становится все сложнее и сложнее разгонять автомобиль, так как каждая следующая передача становится более скоростная, чем тяговая. Алгоритм наиболее экономичного разгона следующий. Крутим двигатель до верхних границ экономичных оборотов, пика крутящего момента, на каждой передаче. При этом прожимаем педаль газа примерно на 70% и фиксируем ее в этом положении. При таком разгоне, да, моментно подается больше топлива, но так как двигатель работает на эффективных оборотах, для разгона автомобиля понадобится меньшее количество топлива. При этом производить разгон на каждой передаче ступенчато совсем не обязательно. Можно перейти сразу со второй на четвертую, если нам необходимо разогнаться до 60 и потом поддерживать данную скорость. Соответственно, если у нас получается быстрее разогнать автомобиль, то это значит, что мы большую дистанцию проедем в режиме поддержания скорости с минимальным расходом. Теперь рассмотрим движение по трассе. Едем 110 км в час, чтобы не получить штрафчик. За 3-5 минут прямолинейного движения догнали колонну машин. Пришлось сбросить скорость до 80 км в час. 2-3 минуты ехали со скоростью колонны, ожидая подходящего момента. Пошел на обгон. Разогнался до 130, вернулся в полосу, снизил скорость до 110, чтобы не получить штрафчик. И через 3-5 минут опять догнали следующий грузовик. И опять все по новой. И самое интересное в этом графике в том, что средняя скорость у данного водителя была в районе 92-95 км в час. Так как он какое-то время, выжидая момент для обгона, вынужден был ехать со скоростью колонны 80-85 км в час. Экономичный вариант. Просто едем 90 км в час. Получим ровный график движения, минимальный расход топлива. Именно 90 км в час наиболее экономичная скорость движения для легкового автомобиля. Двигаясь со скоростью ниже, например, 70 км в час, вы начнете создавать неудобства для других участников дорожного движения, что будет провоцировать опасные ситуации, плюс вас начнут догонять и обгонять большегрузы, что в любом случае приведет к более рваному графику движения. Конечно, двигаясь со скоростью 90 км в час, вы рано или поздно тоже догоните кого-то и будете вынуждены выполнять обгон. Но количество таких обгонов будет несоизмеримо меньше. Хотя, если говорить в контексте экономии топлива, обгоны вообще лишены смысла, так как лучше немножко подождать и проехать с равномерной постоянной скоростью, пусть и даже более низкой, и совершить обгон или опережение, когда дорога пойдет на спуск. Хотя можно и дождаться, пока автомобиль просто свернет с дороги. По этой же причине лишено смысла движение в воздушном мешке от фуры. Так называемый драфтинг. Многие ошибочно полагают, что прижавшись к фуре, падает сопротивление воздуха, соответственно сокращается расход топлива. Да, действительно, фура разрезает воздух впереди себя, но чтобы получить ощутимый результат, нужно прижаться примерно на 4-6 метров к прицепу.
И скорее всего водитель фуры будет очень недоволен этим фактом и быстро найдет способ сбросить вас с хвоста. Иваныч, у них ствол, кажется. Нифига себе. Опа-на! Ай, молодец, гони, гони. Плюс пескострой из пыли и камешков из-под колес прицепа быстро заставит вас потратиться на новое лобовое или покраску сколов на капоте. В общем, этот метод не работает, не занимайтесь ерундой. Как действовать, если вы догнали колонну на таком участке дороги? Чтобы продолжить движение с минимальным расходом, поддержания постоянной скорости, необходимо увеличить дистанцию, хотя бы до 100-150 метров. Если получится больше, еще лучше. Далее необходимо подобрать среднюю скорость колонны. Она обычно находится в диапазоне скоростей 78-82 км в час. Дело в том, что во главе такой колонны, как правило, идет большегрузный автомобиль или автобус, который имеет ограничение скорости. Плюс колонна часто идет не с постоянной скоростью. Ее скорость движения обычно колеблется от 75 до 85 км в час. Все те, кто скучковались и едут с минимальной дистанцией, будут вынуждены повторять все колебания колонны. Допустим, наша колонна едет в диапазоне скоростей от 75 км в час до 85. Складываем оба этих значения. Получаем 160, делим на 2 и получаем среднюю скорость 80 км в час. Соответственно, увеличиваем дистанцию, удерживаем постоянную скорость 80 км в час. Все, готово. Мы едем в экономичном режиме, с той же средней скоростью, что едет вся колонна, только наша дистанция будет постоянно то увеличиваться, то сокращаться, то увеличиваться, то сокращаться. Плюс дистанция позволит нам сократить количество остановок, если колонна заедет в населенный пункт. Вам будет проще подстроиться под сигналы светофоров. А что делать, когда колонна переходит в формат движения в пробке? Часто такая ситуация возникает перед перекрестками с длинными циклами работы светофоров, либо там, где идут технологические сужения дороги, ну или там вблизи ЖД переездов. Давайте опять посмотрим на графике. Как движется плотный поток? Обычно это разгон до 20-25 км в час и практически сразу торможение. Стоим. Опять разгон до 25-30 км в час и сразу торможение и остановка. С точки зрения экономичности гораздо лучше ехать с меньшей, но постоянной скоростью движения, сокращая при этом количество остановок. Отпустили поток и набираем скорость до 10-15 км в час. Едем со стабильной скоростью. Да, авто спереди уезжают от нас, но переживать не стоит. Они сейчас остановятся и подождут нас, пока мы подъедем. Основная цель такой тактики движения — это сократить количество остановок и циклов разгон-торможения. В идеале вы должны выбрать такую дистанцию и скорость движения, чтобы подъезжать к автомобилю-лидеру в тот момент, когда он снова возобновит движение. Да, это работает не везде, но в большинстве случаев это рабочая тактика движения. И если равномерность движения — это больше про то, как исключить ненужное количество разгонов, то предвидение — это про то, как сократить ненужное количество остановок. И если есть необходимость снижения скорости, как сделать это максимально эффективно, используя накат автомобиля и торможение двигателем, а не рабочую педаль тормоза. Почему максимальное использование торможения двигателя экономит топливо? Потому что при торможении двигателем прекращается подача топлива, и часть пути автомобиль проезжает с нулевым расходом. Конечно, наиболее актуальна эта тема для грузового транспорта, потому как у них есть и моторный тормоз, и ретардер, и солидный запас кинетической энергии. Ну и для легкового транспорта это тоже актуально. Также предвидение — это о способности водителя замечать те или иные признаки дорожных ситуаций, которые заставят его остановиться, и которые находятся еще достаточно далеко или вообще не в поле зрения.
Например, едете и замечаете, что пропал встречный транспорт. Скорее всего, это говорит о том, что впереди есть светофор и загорелся красный свет. Или автобус остановился на остановке. Весьма вероятно, что его пассажиры будут переходить дорогу. А может быть, автобус только подъезжает к остановке. Это хороший повод начать отслеживать пешеходов по обе стороны дороги, даже если нет пешеходного перехода. Заметили вдалеке светофор, где с зеленого сигнал сменился на красный, это уже хороший повод заранее снизить скорость и постараться проехать его без остановки. Эффективность предвидения водителя также можно измерить в том, как часто он нажимает на педаль тормоза и какую дистанцию при этом проедет. Неэкономичный вариант: движение 80%, торможение двигателем 5% или вообще отсутствует, и рабочий тормоз 15-20%. Экономичный вариант: движение 75%, торможение двигателем 20%, рабочий тормоз 5% или меньше. Проезд светофоров. В контексте предвидения дорожной ситуации есть смысл сразу же снизить скорость, как только вы заметили красный сигнал светофора, стремясь проехать его без остановок. Давайте рассмотрим на примере. Водитель заметил, что светофор сменил зеленый сигнал на красный, но продолжил движение с прежней скоростью. Доехав до самого светофора, нажал на тормоз и остановился, ожидая зеленого сигнала светофора. Зеленый уехал. Экономичный вариант. Водитель заметил, что светофор сменился с зеленого на красный и сразу применил торможение двигателем, снизил скорость до 30 км в час, проехав часть пути с нулевым расходом и, поддерживая эту скорость, приближается к светофору. Если к моменту проезда загорелся зеленый, отлично, продолжим движение без остановок. Если же все еще горит красный, водитель снизит скорость, еще раз применив торможение двигателем, и проедет часть пути опять с нулевым расходом, и остановится, применив рабочий тормоз. В отличие от первого варианта, водитель во втором случае часть пути проезжал с нулевым расходом, а также имел возможность проскочить зеленый без остановки. Еще один пример предвидения дорожной ситуации. Допустим, мы едем по загородной трассе со скоростью 90 км в час. И на ближайшем перекрестке планируем повернуть направо. Пусть скорость прохождения поворота у нас будет равна 30 км в час. С точки зрения предвидения дорожной ситуации, нам необходимо погасить лишнюю скорость, используя торможение двигателем. Для этого мы отпускаем педаль газа заранее, еще за 500 метров до перекрестка, и продолжаем движение в режиме торможения двигателем. Конечно, для каждого автомобиля это расстояние будет разным, да и внешние условия тоже влияют. И по мере приближения к перекрестку мы можем переходить на более низкие передачи, регулируя тем самым интенсивность торможения. В случае, если скорость снижается гораздо быстрее, чем мы предполагали, мы можем просто нажать на газ и проехать часть дистанции в режиме поддержания скорости. Важно в этот момент не допустить набора скорости, только поддерживаем постоянную. Также по мере приближения к перекрестку не забываем заранее включить указатели поворотов, чтобы уведомить водителей сзади о своих намерениях. И к началу поворота при таком торможении мы будем уже иметь приемлемую скорость. И даже если мы немножко ошиблись, мы можем погасить лишнюю скорость рабочим тормозом. Конечно же, максимальный эффект предвидения достигается в том случае, если водитель едет по знакомому маршруту. В таком случае подстроить свой темп движения достаточно просто. Если вы едете по незнакомой местности, лучше всего использовать навигатор и уметь им правильно пользоваться. Рельеф и инерция. Достаточно весомый вклад в топливную экономичность вносит правильная тактика преодолевания подъемов и спусков. Как вы помните, максимальный расход происходит, когда мы начинаем набирать скорость на подъеме. При этом, двигаясь на спуск, мы можем набрать скорость с минимальным расходом или спускаться в режиме торможения двигателя, не расходуя ни капли топлива. Из этих нюансов и вырисовывается правильная тактика преодоления подъемов. Не разгоняться в подъеме, снизить скорость перед вершиной подъема, используем инерцию.
набирать скорость на спуске или на прямом участке пути. Итак, давайте разбираться на примерах. Едем со скоростью 90 км в час, начинается подъем. По мере преодоления подъема необходимо увеличить подачу топлива настолько, чтобы и скорость не падала, и в то же время автомобиль не набирал скорость в подъеме. Наибольшая нагрузка в подъеме, а равно и большой расход, будет на вершине подъема. Соответственно, наша задача перед апексом подъема плавно отпускать педаль газа, контролируя при этом падение скорости. Плюс-минус к концу подъема наша скорость должна упасть на 10-15% от начальной. Таким образом, мы снижаем расход топлива на наиболее затратном участке подъема. Просто мы наберем наши 90 чуть позже, на прямом участке пути, затратив меньше топлива, чем для поддержания скорости на подъеме. Именно на этих участках пути круиз-контроль и увеличивает расход топлива, так как стремится поддерживать заданную скорость на протяжении всего подъема и упускает возможность использования инерции автомобиля на самом затратном участке и теряет возможность набрать скорость на прямом участке пути или вообще на спуске. Движение на спуск. Ключевая ошибка большинства водителей заключается в том, что они отпускают педаль газа слишком поздно, когда авто уже начало набирать скорость на спуске. С точки зрения экономичности в данной ситуации надо было отпустить педаль газа заранее, примерно за 150-200 метров до начала спуска, и преодолеть это расстояние в режиме торможения двигателя с нулевым расходом, чтобы потом, когда начался спуск, набрать скорость бесплатно. Конечно, эти цифры весьма условны. Где-то необходимо отпустить педаль газа за 100-150 метров и потерять скорости 5-7 км в час. Где-то можно отпустить за 200-300 метров, потерять скорости 20-25 км в час и еще в конце спуска потом дотормаживать рабочим тормозом, потому что спуск крутой и автомобиль разгоняется. Все это приходит с опытом. В случае, когда на вашем пути цикл спусков и подъемов, просто следуем рекомендациям, которые я дал выше. Единственный нюанс — это если после подъема спуск находится на каком-то удалении, то в данном случае нет смысла набирать скорость на ровном участке, мы просто проедем его в режиме поддержания скорости с минимальным расходом. Думаю, что для сегодняшнего ролика информации я предоставил уже более чем достаточно. Если будете учитывать все описанные нюансы, вы точно сможете существенно снизить расход вашего автомобиля. Плюс ко всему, следование принципам экономичного вождения, вы также косвенно экономите на ремонте и обслуживании автомобиля. Существенно меньше изнашиваются тормозные диски, тормозные колодки. Я вот, например, проехал 80 тысяч на своих тормозных колодках, и они еще на замену не просятся. Плюс вы существенно сократите на штрафах, по крайней мере, за скоростные нарушения. Постараюсь в ближайшее время снять ролик в формате реальный драйв, где покажу на практике все то, о чем сегодня рассказал. Вам спасибо, что досмотрели ролик до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Правила дороги. Будет интересно. Пока.